Всем привет! Сегодня я покажу вам, как я собралась приготовить профитроли, а получился праздничный французский десерт крокенбуш, пусть и в упрощенном виде, а мы ведь любим простые и очень вкусные десерты. Итак, встречайте крокенбуш а-ля Руsse. Начинаем с заварного теста. Для него нам нужны яйца, сливочное масло, молоко, вода, мука и соль. Крем я решила сделать из сливочного сыра. Для него нам понадобится сахарная пудра, сливки, ванилин и непосредственно крем-сыр. И сделаем шоколадную глазурь из какао, сахара, масла и молока. Все пропорции будут в описании. Начинаем готовить заварное тесто. В кастрюлю вливаем молоко, воду, добавим масло и щепотку соли. Доведем все до бурного кипения. Интенсивно перемешаем смесь деревянной лопаткой или ложкой, чтобы создать в кастрюле как бы воронку. И в эту уже кружащуюся жидкость мы всыпем за один раз всю просеянную муку. И очень быстро перемешаем, чтобы сформировалась плотная достаточно масса. И продолжаем готовить на маленьком огне около 2 минут примерно, пока тесто не заварится и не сформируется шар, который очень легко будет отставать от стенок и дна кастрюли. Перекладываем тесто в мисочку для остывания, а для ускорения процесса обминаем его лопаткой, пока оно не станет тепленьким. И уже в приятное тепленькое тесто добавляем яйца по одному, каждый раз очень хорошо перемешивая. Яиц может понадобиться больше или меньше. Нужно следить за консистенцией теста. Тесто должно быть гладким, однородным. Оно должно сползать с ложки такой широкой, тяжелой лентой. Оно должно быть не жидкое, не густое. Вот примерно вот такое вот, как у меня. Теперь выкладываем наше идеальное тесто на противень, застеленный пергаментной бумагой, любым способом, либо через шприц, либо 2 чайными ложками, как я. Для этого способа нужна сноровка, но в принципе это несложно. Отправляем наши профитроли в духовку, разогретую до 190 градусов с конвекцией на 30-35 минут. Если нет конвекции, просто приоткройте дверцу духовки и подложите вот полотенчик, который не жалко. Вот такие румяные колобочки у меня получились, выглядят прилично, вполне себе симпатично. Оставляем профитрольки остывать и займемся кремом. Крем может быть абсолютно любой. Я выбрала из сливочного сыра, самый простой. Сливочный сыр отправляем в чашу, добавляем половину сахарной пудры. Напоминаю, все пропорции в описании. Немного взбиваем и вливаем жирные сливки. Досыпаем оставшуюся пудру и добавим немного ванилина или ванильного сахара или ванильного экстракта, а можно вообще не добавлять, как хотите. И взбиваем все это пару минут. Крем получается очень легкий, очень вкусный. Сложим наш крем в кондитерский шприц или в пакет и начиним наши профитрольки. Вот где-то тут бы мне и остановиться, но нет, наши руки не для скуки. У меня осталось немного крема, и я решила красиво полить профитрольную горку. На всю задумку крема не хватило, поэтому я еще взбила жирные сливки с сахарной пудрой и продолжила процесс украшения. А еще хочу сказать, что постелить красивую кружевную бумажку под заливной тортик – это идея так себе.
Не делайте так, мне пришлось ее потом доставать. В итоге получилась вот такая красивая горочка. Не хватает шоколада, будем делать глазурь. Сливочное масло растопим на медленном огне. Добавим молоко и немного сахара. И все хорошо перемешаем до полного растворения сахара. Затем всыпем какао. Интенсивно перемешаем пару минут и получим красивую, гладкую, шоколадную, вкусную глазурь. Еще и простую в исполнении. Глазури нужно дать остыть, обязательно. Возьмем пакет для запекания или любой другой пакет, отрежем кончик и остывшей глазурью польем наш тортик. У меня глазурь не остыла, поэтому крем растаял и потек. Так не нужно делать, нужно дать время. В идеале все должно было быть вот как-то так. Чтобы глазурь не растапливала крем, она должна быть слегка-слегка тепленькая. Вот такой спонтанный десерт крокенбуш а-ля Рус у меня получился. Ему нужно обязательно дать постоять пару часов. В идеале вообще на ночь убрать в холодильник. Получается нежнейший тортик. Для любителей эклеров и профитролей это просто какой-то восторг и праздник вкуса. Если вам понравился мой вариант рецепта, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, делитесь этим видео с друзьями, экспериментируйте на кухне с удовольствием, а я желаю вам вдохновения, еще приятного аппетита и до новых встреч!